Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы уделим первому понедельнику в этом 2022 году. Поговорим о 3 января 2022 года, что он нам несет этот день, на что обязательно нужно обратить внимание. Также рекомендую вам сегодня провести несколько практик. Это практики помогут вам открыть дороги к денежному изобилию, к достатку, к благополучию. Кроме того, помним, что 2 января у нас с вами наступило новолуние в знаке зодиака Козерог. Это было само по себе мощное, интересное и в то же время волшебное новолуние. И именно 3 января давайте мы воспользуемся энергией этого дня и проведем правильно этот день. При этом, друзья, сегодня 3 января не забудьте время от времени говорить следующие слова. Новый месяц наступил, путь к деньгам ко мне открыл. Благодарю и принимаю. Произносите время от времени 3 января, и действительно в вашей жизни может всегда все измениться, потому что именно 3 января любое слово имеет очень важную энергию и силу для каждого человека. Сегодняшний день, 3 января, идеален для встреч, для свиданий, для проведения переговоров, для планирования и отдыха. Сегодня, пожалуйста, никуда не торопитесь. Спешка будет в этот день не в пользу. Также обращаю ваше внимание, что сегодня воздержитесь от начала нового проекта, от диеты, от каких-либо медицинских процедур, а также от ремонта. Удачные часы, которые нейтрализуют сегодня плохие влияния и привнося положительную энергию, это будут с 12 часов 10 минут до 17 часов 15 минут. День не подходит для активности, рожденным в год собаки. Обращаем ваше внимание, что 3 января, это у нас с вами третий день в этом году, в 2022 году, и значит он у нас ассоциируется с 3 месяцем. А 3 день у нас отвечает за ближнее окружение, за контакты и путешествия. Помните о 12 волшебных днях? Так вот, именно в 3 день мы с вами закладываем вот такой вот фундамент на целый год. Поэтому на 3 день следует контролировать свои контакты с ближайшим окружением. Сделайте их интересными, нужными и комфортными для себя. 3 января обязательно звоните по телефону, пишите письма и смс-сообщения. Отметьтесь на любом форуме, в котором вам нравится. Постарайтесь в этот день, 3 января, встретиться со своими братьями, сестрами, соседями. Также будет хорошо, если вы проведете какие-то короткие поездки. Если вы в этот день, 3 января, познакомились с кем-то, то вы знаете, что не позднее 3 месяца этого года вы обнаружите, что этот человек вошел в ваш ближний круг повседневного или частого общения. Заметьте, что к чувственным привязанностям это не относится. Также обращаем ваше внимание, что в 3 день, в 3 января обязательно следите за своими словами. Не давайте никаких обещаний, которые не сможете выполнить. Невыполненное обещание, данное в 3 день, может, к сожалению, обернуться против вас. Также обращаем ваше внимание, что если в 3 января вы с кем-то поругаетесь, то в этот 3 день то в 3 месяц, то есть в 3 января поругаемся, то в 3 месяц возможны конфликтные ситуации. Не обязательно с этим человеком, а с множеством других. Поэтому сведите назревающий конфликт в этот день какой-то шутки или, как вариант, ускользните от неприятного разговора, например, сославшись на чрезмерную занятость. И тогда в 3 лунный месяц ситуации будут у вас более-менее под контролем. Хотя, конечно же, эмоциональное напряжение обязательно скажется. И, кстати, в этот день часто нужная информация может вам поступать из газет, из журналов, из каких-то телевизионных сюжетов или, как вариант, из случайно услышанного разговора. Вы знаете, что у нас 2 января было новолуние, и у нас новолуние было 2, но мы еще его ощущаем сегодня, 3 января.
И у нас с вами очень важное 3 января. Это то время, когда обязательно в этот день важно до середины дня 3 января важно очищаться физически, духовно. Знаете, вот как будто вы становитесь чистым листом, чтобы начать новый лунный период обновленными и полны сил. Поэтому обязательно пишите квитанции на получение денег, привлекайте любовь, обязательно проводите денежные практики, ритуалы. И далее мы предлагаем вам провести достаточно простой и быстрый ритуал. Итак, 3 января возьмите правой рукой горсть риса. Любого риса, здесь не имеет значения какой рис, лучше, конечно, чтобы он был нормальный, не какой-то не вонючий, не потресканный. И возьмите, пожалуйста, в правую руку вот горсть риса, сколько вам влезет, и на него вот начитайте именно вашей руке с рисом следующие слова. Пусть месяц растет, полнеет, пусть рис растет, за луной тянется. Пусть денег в моей жизни будет столько, сколько зерен риса на поле. Пусть месяц мне помогает, богатство притягивает, пусть деньги множатся, да будет так. Далее наш наговоренный рис мы рассыпаем в копилку, если у вас такая имеется. Нет, обязательно насыпаем в кошелек, насыпаем в карманы вашей одежды, которую вы сейчас носите. Хранить и этот рис, то, что вы рассыпали по карманам, в кошелек, возможно, там, где у вас деньги лежат, полагается до следующего новолуния. Если вдруг одежда стала грязной, то отложите ее вместе с рисом и не стирайте до следующего новолуния. И, пожалуйста, воображайте 3 января, воображайте себя, пишите планы, рисуйте свои мечты, и если у вас есть возможность, раскрашивайте мандалы изобилия. Также обращаем ваше внимание, что 3 января со второй половины дня начинается второй у нас с вами лунный день. А это очень светлый, приятный и влиятельный период. Вы можете продолжать планировать, вы можете продолжать загадывать желания. И также именно во вторые лунные сутки мы с вами можем привлечь изобилие, богатства в свою жизнь. Недаром этот день символизирует рог изобилия. Очень важно, чтобы именно 3 января, начиная со второй половины дня, вы закладывали фундамент новых своих дел, каких-то новых проектов. Но обращаем ваше внимание, что все-таки энергии Луны еще слишком мало. Но все же мы с вами должны вкладывать свою энергию в те проекты, в те идеи, в те мечты, желания, которые мы хотим осуществить. И, конечно же, обязательно постарайтесь в этот день дать денег на благотворительность. Как вариант, покормите и бездомных животных. А вот сны этого дня вам могут рассказать, как пройдет этот лунный месяц и что ждет вас в будущем. И сегодня обязательно время от времени произносите следующую аффирмацию. Я нахожу в себе способности для успешной жизни. Я открываюсь для идей процветания. Уровень моего благосостояния растет. Я ожидаю успеха и созидаю успех. Мой разум обогащает меня. И, друзья, во второй половине дня обязательно проведите следующую практику. Это очень легкая практика, работает очень хорошо. Что мы с вами делаем? Вам понадобится соль. Берем немножко поваренной соли в ладошку, не разжимая, под проточную водичку. Открываем кран и под проточную воду говорим следующие слова. Как соль в воде топится, так все преграды растопятся, дороги откроются. Первая сестра – счастье в дом, здесь жить будет. Вторая сестра – удача за мной по всем дорогам. Лисой идет, беду хвостом метет. Третий брат, нарекаю его богатством, впереди бежит, дороги мне выстилает. Слово мое сильное, мне подчиненное, им печать ставлю, им счастье привлекаю, да будет так. Аминь. Аминь. Это нужно сделать 3 раза подряд в любое время суток. Сегодня 3 января. 3 раза соль в руку, 3 раза сказать, по 1 разу на каждую жменьку.
и обязательно соль должна обязательно вся смываться водой. Если у вас есть постоянно в семье ссоры, скандалы, и вы хотите от них избавиться, то вместо преграды растопятся, вы говорите, пусть ссоры все растопятся, а у нас мир во главе угла. Таким образом, вы сможете избавиться и убрать из своей жизни ссоры и скандалы. Друзья, вот такой у нас с вами 3 января. Обязательно обратите внимание на те советы и рекомендации. Пусть у вас пройдет этот день прекрасно, замечательно. Старайтесь ни с кем не ссорить, не ругаться и вкладывать в этот день максимально своей энергии. Максимально прописывайте и желайте себе в первую очередь всего самого наилучшего, всего того, чего вы хотите иметь и желаете быть, возможно, с теми людьми в этом 2022 году. Всем прекрасного, замечательного дня. Как всегда, ваш канал Эзотерика для тебя.